Ребятки, hello, как говорится, и отличные новости. OnePlus, те самые, оказывается, не просто живы, они еще и выпустили, кажется, неплохой смартфон. OnePlus 10 Pro, быстрый обзор, поехали. И тут у вас такой вопрос, а почему это быстрый обзор? Это же OnePlus 10 Pro. Окей, давайте по фактам. Вот они пишут. У нас самая быстрая зарядка среди всех OnePlus, 80 Вт. Окей, Xiaomi 120 Вт, уже по умолчанию, за те же деньги. Первое – это распаковка. Этот смартфон, Hasselblad OnePlus, пока что продается только в Китае. Спасибо Василию. Когда-нибудь OnePlus начнут его поставки в США и Европу. А пока что этого не случилось, можно прикупить OnePlus 9 Pro, который, кстати, не сильно отличается от OnePlus 10 Pro. А если, ребятки, вы хотите прикупить OnePlus 9 Pro, заходим куда? 55 секунд вашего времени. Правильно. Сереж, что ты снимаешь? Правильно, на e-каталог. Итак, открываем, выбираем регион, пишем, что нам нужно, OnePlus 9 Pro, смотрим фото и выбираем цвет, который вам нужен, сортируем цены, сравниваем с конкурентами, удобная таблица, а вот динамика цены, ну и если нужно, читаем отзывы. В e-каталоге, естественно, есть и аксессуары. Можно прихватить чехол или Powerbank. А если вам нужен именно камерафон, и вдруг так оказалось, что не OnePlus, а какой-нибудь другой, вот, пожалуйста, выбираем лучшие камерафоны по версии DxO Mark. В e-каталоге прямые ссылки на магазины, никаких наценок, и вы сами решаете, где покупать. Кстати, ребята работают в России, Украине и в Казахстане. Так что перед следующей покупкой рекомендуем сначала заглянуть в e-каталог, а уже потом идти в магазин и покупать смартфон. И OnePlus 10 Pro появится там, как видите по карточке в e-каталоге, совсем скоро. Продолжаем с распаковкой. Что в комплекте? Наклейки, которые мы сегодня, как и сам смартфон, разыграем. Сам аппарат зеленый. У нас два цвета, черный и зеленый. Мы взяли зеленый, спасибо Василию. Что еще интересного? Отличный чехол. И силикон-то такой недешевый. Смотри, цвет кресла прям нашего. Оставим рядышком. Проводок USB Type-C красного цвета, а также зарядка 80 Вт, которые не так гордятся, но, видимо, они не знают, что у Xiaomi уже 120 Вт и уже давно. Оставим пока здесь. Второе – это внешность. И вот тут, пожалуй, согласимся, что есть кое-что необычное. А все почему? Потому что здесь есть кое-что, что не может объяснить никто. Это вот эта вот надпись P2D50T. Когда этот смартфон вышел, все задавали вопрос, что это означает. И вот только недавно в OnePlus объяснили, что это означает. Они написали, что P это означает phone, телефон, 2D, следующее после P2D, означает Second Generation Hasselblad камера. А что означает 50T? Короче, честно говоря, скукотища. Могли бы что-нибудь прикольное написать или как-то интересно объяснить, а мало того, что объяснили не сразу, так еще и какая-то, честно говоря, ерунда. Давайте наденем чехол, посмотрим, как оно в чехле. Ну, тоже вполне неплохо. Размеры и вес точно такие же, как и OnePlus 9 Pro, если вы пользовались этим аппаратом, ровно то же самое, там прям микроскопические отличия. Пункт номер 3 и главная фишка этого смартфона – это его камера. Основная камера у нас Sony IMX789, 48 мегапикселей. Дальше у нас идет телевик на 8 мегапикселей. Трехкратный оптический зум. И вы такие, где-то я это уже видел. Все правильно, это ровно те же камеры, что и OnePlus 9 Pro. Абсолютно то же самое. Немножко обновился ширик. Теперь он 150 градусов. Для сравнения, обычно ширик это где-то 120 градусов. Но матрица в этом ширике стала в 2 раза меньше. Теперь здесь камера Samsung, а была камера Sony. А это означает то, что несмотря на то, что... Тупо как-то сказал. Короче, несмотря на то, что угол шире, качество, скорее всего, будет в 2 раза хуже, потому что физический размер матрицы в 2 раза меньше. Это мы еще сегодня протестим и посмотрим. Теперь у вас главный вопрос. Hasselblad. Надпись тут вот это повсюду, везде вот, пожалуйста, значок Hasselblad. А что, собственно, от Hasselblad? Неужели он снимает прям как крутая, профессиональная большая камера? Мы заходим в режим камера. Это все, что есть здесь от Hasselblad. Это возможность съемки в экспертном режиме. То есть сами камеры, они ровно точно такие же, как у многих других брендов.
это стоковые камеры Sony и камеры Samsung. Все, что есть от Hasselblad, это софтовая настройка, а также возможность сделать фотографии в режиме 12 бит RAW. Некоторым замороченным товарищам это будет приятно, но если вы любите снимать просто в автоматическом режиме, да еще и вертикально для соцсетей, вам эта Hasselblad настройка, равно как и все вот эти вот надписи и логотипы, при всем нашем уважении к этой компании, они вам абсолютно никак не помогут, потому что камеры здесь точно такие же, как и в других популярных топовых аппаратах. Это Sony и Samsung. Тем не менее, у нас есть профессиональное оборудование, с помощью которого мы тестируем наши смартфоны. Берем 12 iPhone, потому что он максимально близок к стоимости вот этого аппарата. Сейчас вставляем сюда тестовые фотки и тестовые видео. Погнали? Погнали. Ребятки, тестовое видео. Значит, приколов, как обычно, много. OnePlus, iPhone, OnePlus. Взяли 12 Pro, потому что он, по стоимости максимально близко к OnePlus. Короче, можно писать 4К 120 кадров в секунду на OnePlus, но на iPhone нельзя. Есть суперстабилизация на OnePlus, но тогда выключается 60 кадров. Много разных параметров, еще есть какой-то, давайте пройдемся. Ультра АИ какой-то, но там тоже что-то выключается. 4К 60 кадров, это вот тот режим, который есть и здесь, и вот здесь. Мы, ребятки, пешком ходим, а тут вот Бэха, пятерка в М-пакете. Нормально. Потряси баки. Вперед-назад. Да кто ж так-то трясет? Вот так люди трясут, а так ты трясешь. Чем кормят? Бутербродик 690 рублей, будьте любезны. 7 сотен отвалите за бутербродик. Ребятки, тестовое видео, напишите, что вы там думаете, а еще тестовые фотки. Или тестовые фотки уже были. Короче, обратно в студию. Ребятки, спасибо, что посмотрели. Ссылки на исходники внизу. Можете открыть и посмотреть. Там и ширик, и, оптический зум, и видео. Откройте, посмотрите и напишите, что вы там думаете. Что у нас еще интересного осталось? Это, естественно, дисплей. Вот все спеки. Почти все то же самое, что и OnePlus 9 Pro. Единственное, что, пожалуй, стоит отметить, это 120 Гц. Но, опять же, во многих аппаратах это уже есть, а также чуть более низкое энергопотребление аккумулятора. Благодаря вот этому экрану хватит на дольше. Начинка вроде бы крутая. Snapdragon 8 Gen 1. Быстрая оперативка, быстрая встроенная память, но максимум здесь 256 гигов. И поддержки microSD в этом аппарате нет. И многие снова начнут писать комментарии: 256 гигов это полно памяти. Тебе хватает 256 гигов? Мне 128 хватает. Что, серьезно? Ну вот, значит, ровно 50 на 50. А мне вот не хватает, потому что мы постоянно снимаем в 4К, когда ездим на съемки, и память забивается очень быстро. А если вы снимаете в профессиональных режимах, 256 гигов закончится у вас ровно за неделю, поверьте на слово. Теперь вернемся к нашему прекрасному процессору, о котором уже, так сказать, слагают легенды. Это Snapdragon 8 Gen 1. Здесь у нас... Че, тебе смешно уже, да? Значит, слушай, сейчас будет смешно. Здесь у нас фирменная технология стабилизации частоты кадров Hyperboost. Геймеры, которые протестировали OnePlus 10 Pro и поиграли на этом смартфоне в Genshin Impact на максимальных настройках, отметили, что 60 кадров в секунду этот смартфон способен выдавать только, внимание, первые 5 минут. При всех вот этих вот Hyperboost разработках ничего не помогло. 60 кадров в секунду только первые 5 минут, имейте в виду. Ну, многим геймерам это важно, а так, честно говоря, в обычной жизни вы это особо не заметите. А вот аккумулятор, пожалуй, не подкачал. При его-то скромном весе, там около 200 граммов, прям отлично лежит в руке, кстати. Так вот, при его скромном весе 5000 мАч, беспроводная зарядка на 50 Вт, ну это на самом деле прикольно, а также самая быстрая зарядка, которая только была в OnePlus, это вот такой вот блок питания на 80 Вт. И они говорят, что здесь 100% за 32 минуты. И если вы, конечно, вообще не читаете новости, вам это покажется прям классный показатель. Но если вы откроете 808.media, наш прекрасный сайт, или обзор Xiaomi Mi 12, у Xiaomi 120 Вт
в топовых смартфонах уже по умолчанию. И там 100% набирается, реально набирается, мы проверяли, за 18 минут. И стоит он ровно тех же денег. Нет, мы не призываем вас отказаться от этого и покупать вот то, но просто имейте в виду, мы даем вам полную картину, так что решайте сами. Так, следующий пункт у нас еще фишки. И здесь, к сожалению, ничего нет, потому что защиты от воды у этого смартфона нет. Стереодинамики, они здесь есть, но обычные. То есть не Harman Kardon, ничего, просто, значит, стереодинамики. И у нас остались цены. Я же говорю, быстрый обзор. Так вот, минимальная конфигурация. 8128, 4700 юаней, 55 400 рублей. Это вот самый минимум. Но надо ориентироваться на европейские и американские цены. Примерный ориентир американской цены $899. Это самая простая конфигурация. В Европе 899 евро. В рублях это вот столько. А за что здесь платить? Большой вопрос. Но тем не менее, фанаты OnePlus, пожалуйста, значит, пыл свой остудите, напишите. Он стоит своих денег, Игорек? Нет, он не стоит своих денег. Почему? Ну, не знаю, в нем нет ничего необычного. Тебе 70 тысяч за него жалко, что ли? Да. Ребятки, значит, еще раз, фанаты OnePlus, пожалуйста, остудите свой пыл и напишите комментарий по делу. А комментарий по делу однозначно стоит написать, потому что этот аппарат, честно говоря, недешево нам обошелся, но тем не менее мы его разыграем, потому что спасибо, что посмотрели. Значит, один комментарий осмысленный, адекватный по теме этого видео, с удовольствием почитаем, и вы участник конкурса. OnePlus 10 Pro стоит дорого, но за что платить – большой вопрос. Ждем ваши комментарии. Все специальные ссылки внизу. Увидимся. Пока.